И что была в прошлой серии? Да, хреновый финал, тот, что мне не понравилось. Но не все зависело от меня, как бы. Разработчики постоянно под нос бывают какие-то какашечки свои подсовывают вот этими выборами, и по незнанке первый раз, вы сами понимаете, как она может все получиться. Так что я решил последнюю главу переиграть, более лучший финал сделать, но я уже до этого в предыдущих главах, частях наделал много неправильных выборов по незнанке, поэтому не факт, что у меня выйдет даже лучше. Кого-то, может, потеряем, ну, немножко не так переделаю. Ну, я такой сильно жестокий, не жесткий получился конец, а жестокий. Я не хочу и хочу переиграть последнюю миссию. И только что я заходил, здесь была с нами женщина, та что робот, информаторша наша в главном меню, она говорит, что она посмотрела, что роботы, машины, как мы делали выборы, и она так, у нее у самой пробились чувства, и она говорит, я стала живая, готовы ли вы меня отпустить? Я нажал кнопку да, и она говорит, я покидаю вас навечно, спасибо вам, поблагодарила, исчезла. Тут дополнение есть еще, какая-то новинка, галерея, это персонажи, мне оно и никогда не было столь важно и интересно. Это те, что пооткрывались, можно приобрести их. А вот пацана сейчас возьмем заодно. Сразу же посмотрим, выберем. Местный житель, ребенок. Ничего особенного. Кому интересно, можете читать. Я выхожу сразу же. Итак, тут еще у нас новинки. Это иллюстрации, картинки обязательно. Мы посмотрим набор, набросок. Вот они, последние появились, и сразу же смотрим их. Вроде бы и чистил недавно приставку от пыли, но что-то она гудит громко, все равно. Может быть, они или патч какой-то разработчики делают, прошивку, или... Но я слышу, что по звуку работы моей консоли она кулер крутит не на первой, второй, как зимой, а на третьей, на четвертой скорости. Есть вероятность, что это из-за жары на улице. Довольно-таки жарко, в комнате немного душновато, я окно открыл. Ну вот эти андроиды. Корабль. Ну я хоть часть спас приличную, такую взорвал все, и тем андроидам, который искал всю группу, в последний момент перемкнул на сторону андроида. Я считаю, правильный выбор. Ну, как жестко красиво тут. И видеоролик последний сразу же просматриваем. Тот, что был заблокирован. Вот он, 300 очков. И еще один. Два, значит, посмотрим. Кому не интересно, далее проматывайте видео и будет сюжет. Я ничего не перейду, к сожалению, потому что я не дружу с английским. Были ребята такие в тусовке, которые умудрились обосрать игру. Я помолчу, потому что я смотрел свое видео. Когда я разговариваю здесь, я перебиваю то, что орят здесь, так что лучше буду молчать в данный момент. Just continued this curve, this growth, and just imagine what Detroit would be like if the industry was, using these huge factories to build androids there. A very strong element in Detroit is that there's a lot of industrial wasteland and a lot of nature too, and for us, the graphic designers, it was an incredible playground. The destroyed zones which we wanted to preserve, we appropriated them to turn into something else.
Then in the areas that needed to be rebuilt, we were able to imagine our Detroit of the future. We didn't want to make a science fiction universe, but a world of anticipation. If we chose science fiction, we could have imagined flying cars, extraterrestrials, but those things are very far from our current everyday life. Anticipation is more about gleaning from our contemporary reality, the one we know, because Detroit is set in 2038, and 2038 is tomorrow. The difficulty we had was sticking to reality. That is to say, technology becoming more and more invisible, a lot more elegant, and at the same time, making it visual. So all the computer equipment, autonomous cars, we simply had to invent. They are in fact very technological objects, but at the same time remain very credible and ingrained in reality. To create a cohesive universe in the fashion and clothing of the human characters in 2038, I didn't want to put an accent on strange shapes, or really vibrant colors, and things we wouldn't know. That I wanted to keep for the androids. The goal was to create something familiar which we can identify with in this future setting. Working on the artistic direction for the androids was a bit special because this is a project about the place they could occupy in the human world. It was out of the question for them to be too beautiful or too perfect. They had to correspond to every social class, rich and poor. Inspired by everyday utilitarian clothes, I brought a modern touch by adding dynamic display surfaces, the armband we can see on the side, the triangle on the front and back, an LED. Like that, there's no confusion. Wait. You're sending an android? All right, now. We need to go. You can't do that. Why aren't you sending a real person? Once we cast the actors, we travel to meet them in order to scan their faces. We record the structure of their face with the scan. And we record the colors and patches of skin with photography. Once we have this information, we will use this as a basis for modeling and creating the characters. The artist will make it more realistic, but will also enrich it. He will propose ideas which we will develop together. Finally, we will have a character with character who corresponds to the project and the world. When the actors come to Quantic Dream, we show them the design, what their image will be, and what they will look like in the game. This extra information gives them another dimension and color to connect with emotionally. It helps them think about how to play their character. Your mission. That's all you care about, huh? You should consult a professional who can help you. Beat it, you hear me? Get the hell out of here! So there are 3 types of shoots at Quantic Dream. Shooting and performance capture, where you capture the whole actor, his voice, his face, and his body. These shoots are obviously done with American actors because the game's original version is in American English. After that, there are the body-only shoots, representing around 250 days of filming, while the performance capture is 100 days of filming. Now, body-only shoots, there are 2 types. There are the action shoots and the technical shoots, which are mo-kit shoots. Mo-kit is when the player controls a character on the screen, and he moves in an environment to explore it. This is of particular importance at Quantic Dream, and therefore we shoot a lot to offer a unique context for each scene and each character. To prepare a motion capture shoot, we first get together to look at the sets we need, the animations that we want to shoot, which ones need to be grouped together, or which ones need to be cut and shot at another time, so that we get the most out of the shooting day. This often means shooting scenes out of order, especially those with big props or accessories, like a big car, for example. So we shoot all the animations related to that particular prop first. The biggest challenge for the mocap team was shooting a Spider-Man mo-kit. We had to build a wall and attach an actor to a harness with cables so we could pull him up and render him climbing. The shooting on this game total took about, I would say, more than a year, maybe 1 and 2 years, with about 300 actors on set, so it's quite a massive production. But so much happened on this set, between the stunts and the shootings with a little girl and all these great actors that we had. It was really a very, very memorable journey for the team and for myself.
Today, Detroit has over 37,000 animations. When we retrieve the motion capture data, it's just a cloud of points, which represent all the markers worn by the actors. From this cloud of points, we have a phase called retargeting, which gives us a skeleton. This skeleton will be applied to the characters of the game. There is still work to be done, but this gives us the main movements. Since we are working on something very realistic, we must recognize the actor and also recover all the emotion he expresses in his performance. We use a system of facts, an identity card for each actor. We make the actor do a whole range of facial expressions. Then we recover all the expressions and paste the animations on a puppet that Jan has prepared. I then recover and refine these poses. I might stretch the lip, reinflate a cheek, tiny details that make the finished product really capture the actor. Because of the nature of our mocap system today, when we receive the animations, we're missing eye movements, and so the character has that dead look. He really has no eyes, so then it's a big part of the work for the animators to find the regard of the actor in relation to his position, in relation to the body, etc. It was crazy when I saw the newest model for Kara, because they've been working on it and working on it, and this was the first time I literally jumped in my seat. It not only looked so much like me, it was the fact that it looked so lifelike. It wasn't that it looked just like it was a camera, it was something else, you know, but it looked alive. It's exciting, and it's kind of terrifying. Game after game, we learned the rules of optics and filming, and our goal with Detroit Become Human was to have cameras that would actually emulate the optics of a real physical camera. So basically dealing with real-world imperfections was our main task, and just to make cameras look as real as we can. Once the animations are shot and processed by the animation department, integrated and polished, we film them. That is to say, we really do a mise en scène, as in cinema. The real difficulty of our job is to know if these cameras are telling us something. Are they in the emotion of the scene? Do they describe exactly what the action must convey, what must be felt? The most important challenge for me was one of the final scenes where Marcus decides to start the revolution and go to the battlefield. Very quickly, we imagined this to be a huge sequence shot. We wanted the feeling of a cameraman running behind us, while showing Marcus, the androids who help him, the person shooting at us, etc. Above all, it was necessary to say to oneself, this scene is very violent but does not glorify war. On the contrary, that war is something improbable and absurd. It was really a fun challenge. The idea was to say we have three characters. Ну, хорош этих додиков показывать не надо. Отключить хочется их, честно. Уж сильно они развозят. Они скоро видосов, то, как они делали, больше, чем игры. Честно говоря, поднадоело это нудятское гамничко и ваше смотреть. Мы видим, что вы постарались, хорошо все получилось. Я уже выключаю эту хрень. Надоело, честно. Еще один видеоролик потом досмотрим. Я видел и так, что не постарались, но скоро видео больше, чем игры будет. Так. А тут еще продолжить у нас есть. И что оно будет, если мы нажмем продолжить? Уже ж субтитры были. Какой продолжить? Что за бред какой-то? Я вообще-то хотел последнюю главу еще раз переиграть. Уже включил продолжить. Ну ладно, посмотрим, что тут сейчас покажут нам. Эти бородатые рожи на видео надоело смотреть. Честно. Из Детройта поступают очень тревожные вести. Джосс, вы в эфире. Что там происходит?
Андроиды. Тысячи андроидов прямо сейчас идут по улицам Детройта. Они буквально повсюду. Это невероятно. Насколько можно понять, андроиды выходят из башни Киберлайф, где расположен заводской склад с тысячами рабочих моделей. Люди в панике толпами покидают город. Массовое бегство. Жители Детройта как могут спасаются от наступления агрессивных машин. Это катастрофа. Беспрецедентная катастрофа. Впервые в истории американский город вот-вот будет сдан в руки врага. 11 ноября 2038 года несколько миллионов андроидов напали на город Детройт. В связи с угрозой массовых человеческих жертв не было иного выбора, кроме как дать армии приказ к отступлению. События в Детройте навсегда изменили мир. Нам предстоит жить в новой реальности, бок о бок с другой разумной формой жизни, с которой мы делим одну планету. Храни Господь Соединенные Штаты Америки. Щекнуться можно. Ну вот. Это была просто видеолента новостей. Ничего особенного. Еще раз мы смотрим эти титры, которые мне, честно говоря, нахрен. Ну вашу мать, ну вы дадите отключить эту парашу, вы же второй раз нам показываете после короткой видеоленты. Что за дебилизм? Все нажимаю на джойстике, оно не отключается. Ладно, пусть это и будет Финал 2, такими новостями, без подписывать не буду, удачный, неудачный, просто Финал 2. И сейчас я следующую серию включу, будет у нас Финал 3. Спасибо за внимание, Роман с вами был, через несколько минут продолжим.